Всем привет! В этом видео я расскажу о, казалось бы, очевидных вещах, которые увеличат интерес к вашей игре. Обращаем внимание на три вещи. Обратная связь от игрового персонажа, если в игре есть персонажи. Интерактивные фоны и искусственное усиление интереса. Обратная связь от персонажа. Как это понимать? Первый раз я встретил этот прием в игре на Денди Duck Hunt. В этой игре вы охотник, а собака ваш помощник. Когда вы попадаете по уткам, собака радуется вашей добыче, а если утки улетели, то собака ржет и тем самым троллит охотника, то есть играющего человека. Выглядело смешно раньше и выглядит смешно сейчас. Игровые дизайнеры крутых фирм часто используют этот прием, например, в игре Peggle. Это простая игра про шарики. Сверху запускается шарик, он падает, ударяется о другие шарики и может попасть в корзину снизу. В этой игре сделали героев, которых в начале игры может выбрать игрок. Когда шарик спасен, то персонаж радуется, а если шарик попадает мимо, то некоторые персонажи опять же троллят игрока. Когда у игрока остается всего 3 шарика, то игровой персонаж начинает нервничать и сопереживать. В этой игре у персонажей есть эмоции. Это, пожалуй, одно из главных качеств придания игровым персонажам человечности. Когда у персонажей появляются эмоции, они становятся очень похожими на людей. Этот прием используют в фильмах, например, в таких как «Чаппи» или «Из машины». Про эмоциональных роботов и нечеловеческих созданий написано много рассказов, в том числе и небольшие рассказы Айзека Азимова, с которыми я рекомендую вам ознакомиться. Под интерактивными фонами я понимаю те фоны, с которыми игрок может как-то взаимодействовать. Например, в игре Hearthstone от Blizzard все фоны в игре интерактивны. Помимо основной игровой механики, сделаны интересные отклики на действия игрока. Например, кликаем по кнопке на фоне, запускается телепорт, или запускается ракета, или отцепляется воздушный шар и улетает. Или, например, если кликнем по паучьим яйцам, появляются паучата или страшные глаза в портале. Первое и, пожалуй, самое интересное воспоминание об интерактивных фонах у меня осталось от игры Morhan. Здесь, кроме простого отстреливания уток, игроку нужно попытаться найти секретные комбинации отстреливаемых предметов. Например, стреляем по пугалу в одном порядке, получаем одно количество очков. Стреляем в другом порядке, получаем уже другое количество очков. А если в определенном порядке пострелять по городу, то снизу вылетят воздушные шары, которые также приносят большое количество очков. Даже в игре для мобильного Plants vs Zombies используется этот прием. Помимо стратегии, помимо сражений растений-зомби, в игре можно выращивать цветы в горшках. И когда мы садим цветок, появляется пчела, которая ускоряет рост растений. Пчела – это по сути фоновый объект, не основной. А основные объекты – это горшки с цветами. Когда пчела один раз помогла, она улетает спать на паутину, то есть становится полностью фоном. Но если игрок захочет, он может кликами по пчеле разбудить ее, и она снова ускорит одно из растений. Вы также можете использовать большое количество фоновых объектов в своих играх. Например, если у вас платформер с землей, параллаксами гор, растительностей и облаками, то, например, если кликнуть по облакам, можно сделать, чтобы они распадались на более мелкие, и из них падал какой-нибудь бонус. То же самое с землей и горами. Можно сделать, чтобы, кликая по, казалось бы, непроходимой стене, игрок ее разрушит и обнаружит за стеной интересный бонус. Искусственное усиление интереса появилось из нашего детства. Представьте картину. Стоит ребенок, а перед ним взрослый человек. У взрослого за спиной подарок. Как вы думаете, ребенку интересно, что там за подарок его ждет? Или другой вариант. Взрослый человек дарит ребенку игрушку без упаковки. Кайф уже не тот, нет чувства азарта. Именно в азартных играх чаще всего используют подобный прием. Но в азартных играх, например, в одноруком бандите, при игре в бонусные игры, игрок сам выбирает себе приз, но не знает, что именно он получит. Именно для искусственного усиления интереса в игре Hearthstone, прежде чем отдать игроку выигрыш или приз, его отвлекают на красивую упаковку. Игроку нужно кликнуть по упаковке, чтобы получить приз. Вроде бы очевидная вещь, но с точки зрения социальной психологии именно такие мелочи часто являются притягивающими факторами популярных игр. Например, в игре Little Inferno усиление интереса происходит с помощью установки таймера на доставку купленного предмета. Предмет покупается в магазине, а потом мы ждем где-то 5-10 секунд до момента его появления и возможности использования.
Но если переборщить с этими таймерами, то весь интерес исчезнет. На этом все. Желаю вам удачного кода. Видео подготовлено специально для группы от идеи до релиза. Если вам понравилось видео, жмите лайк. Если не понравилось, то ресет. Всем пока.